Здравствуйте! Сегодня я приготовлю торт Марика. Перед просмотром рекомендую подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Дно формы выстелить бумагой для выпечки. Если вам нужен другой размер или форма торта, инструкция по перерасчету ингредиентов в описании. Вдоль бортов проложить ленту из бумаги. Просеянную муку соединить с какао-порошком и хорошо перемешать. Яйца комнатной температуры соединить с солью, ванильным сахаром и сахаром. Перемешать. Увеличить скорость миксера до максимума и взбивать, пока смесь не увеличится в объеме, а на поверхности будет оставаться след, который не исчезает в течение 10-15 секунд. В 2 приема добавить мучную смесь. Аккуратно перемешать лопаткой сверху вниз. Больше рецептов бисквитных тортов и рулетов можно найти по ссылке в описании. Массу долго не вымешивайте, от этого тесто затянется, а бисквит получится низким и резиновым. Бумажную ленту прикрепить тестом к бортам формы. Перелить тесто и распределить. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 25-35 минут. Готовый бисквит извлечь из формы и полностью остудить. Яйца комнатной температуры соединить с солью, ванильным сахаром и сахаром. Перемешать. Увеличить скорость миксера до максимума и взбивать, пока смесь не увеличится в объеме, а на поверхности будет оставаться след, который не исчезает в течение 10-15 секунд. В 2 приема добавить просеянную муку. Аккуратно перемешать лопаткой сверху вниз. Больше рецептов самых разных тортов можно найти по ссылке в описании. Коврик для бисквита смазать маслом. Распределить тесто равномерным слоем. Перенести коврик на противень и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 10-12 минут. Бисквит полностью остудить. Мягкое сливочное масло соединить с растопленным и охлажденным шоколадом. Шоколад можно использовать черный или молочный. Взбить до однородности. В 2 приема добавить творожный сыр комнатной температуры. С холодным крем расслоится. Вместо творожного сыра подойдет сливочный или хорошо отвешенная вкусная сметана. В оригинальном рецепте по ГОСТу крем для торта состоял из взбитых сливок и сахарной пудры. Пропорции оставлю в описании. Добавить сахарную пудру с ванилином
и все тщательно взбить. Крем стабильный, подходит для прослойки и выравнивания торта. 2/3 крема переложить в кондитерский мешок. Шоколадный корж разрезать вдоль на 2 одинаковых пласта. Бисквит для рулета извлечь из формы, перевернуть и подровнять края. Разрезать на 6 полосок шириной 4 см каждая. Нанести треть крема. Разровнять и оставить бисквит для пропитки. Шоколадный корж установить на блюдо. Пропитать кофейным сиропом. Можно использовать обычный сироп или с добавлением любимого ликера. Нанести слой крема, разровнять. Свернуть первую полоску бисквита в виде рулета. Ссылку на плейлист с вертикальными тортами оставлю в описании. Присоединить ее в стык ко второй. Установить конструкцию на шоколадный корж. Оставшиеся полоски обернуть вокруг центральной части, соединяя в стык. Покрыть слоем крема, разровнять. Уложить второй шоколадный корж, пропитать сиропом. Распределить оставшийся крем сверху и на бока торта. Разровнять. Напишите, пожалуйста, пробовали ли вы такой торт, покупной или домашнего приготовления. Отправить торт в холодильник на 5-6 часов. Из черного шоколада сделать стружку при помощи овощного ножа. Верх торта посыпать тонким слоем какао-порошка через ситечко. Боковые части торта декорировать шоколадной стружкой. Сверху украсить шоколадным кремом, помогая отделять лопаткой, так как поверхность торта сухая, а крем плотный. Посыпать серебристым дрожжи. Декор может быть другим по вашему вкусу.
Разрезать торт лучше ножом, согретым в теплой воде. Очень нежные бисквиты с двумя вкусами и шоколадный крем гармонично сочетаются в этом торте. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием.